Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим на одну из моих самых любимых СТшек. Это прем-танк 8 уровня FV4202. Британская ФВшка, которая поможет вам выфармить без проблем британский средний танк Centurion Action X. К сожалению, я его сам еще не выфармил, но тем не менее будем к этому стремиться. Говоря о танке, это довольно неплохой танк, имеет в принципе кое-какое бронирование, имеет очень точное, хорошее орудие, и в целом машина довольно-таки приятная и комфортная, особенно если вы хотите научиться играть на средних танках. Эта машина будет именно тем выбором, который вам поможет в этом. Говоря о машине, у нас есть неплохое орудие, правда с очень маленькой альфой, всего лишь 230. Бронепробитие достойное, 226. Для 8 уровня, если играете с одноклассниками, это очень даже неплохо. Но альфа 230 это очень мало, то есть для того, чтобы настрелять большое количество урона, вам придется стрелять очень-очень много, потому что ДПМ здесь очень печальный, 2159 очков. Точность у нас, разброс точнее 0.3, время сведения 2.1. По сборке машины она есть одна единственная, это вентилятор, стабилизатор и досылатель. Некоторые ребята ставят оптику, но я не вижу в этом смысла, если вы прокачали экипаж, у вас уже 430 метров обзора, и ставить оптику такое себе. По перкам экипажа у нас идет все довольно-таки простенько, стандартно. Идет боевое братство, у командира лампочка, орлиный глаз. В принципе, ремонт и так далее, маскировка — это все, скажем так, индивидуально. То есть в основном вы должны прокачать боевое братство, лампочку у командира обязательно, и уже у ребят плавный поворот башни и плавный ход. То есть это основные такие перки, которые дадут вашей машине максимальную стабилизацию. Потому, в принципе, особо рассказывать здесь нечего. Корпус картон, я на Collision модели сейчас покажу. Башня более-менее что-то может отбить, но не эталон. Хоть оно и написано, что 200 мм башня, но по факту она вообще не 200 мм, и очень часто вас будут пробивать прямо в лоб башни, что очень-очень печально. Поэтому давайте посмотрим с вами Collision модель и поговорим об этом танке. Collision модель у нас выглядит вот таким вот образом, как я и говорил, корпус у нас 50 мм, ВЛД 126 мм, НЛД 125, ну, то есть сюда будут пробивать одноклассники без каких-либо проблем, включая танки уровнем ниже. Башня, как видим, довольно рыхлая. Верх башни 208 мм, щеки 243, то есть в щеки вас чаще, ну вернее в щеки вас будут пробивать реже, чем в крышу и вот в этот лючок. Но тем не менее. Погон башни 210 мм. То есть, как видим, отбить некоторые одноклассники она способна, но танки 9-10 уровня вас уже прошибать будут уверенно, и если случился рикошет, то считайте, это повезло. В остальном есть противоаккумулятивные экраны в бортах, но рассчитывать на них особо я не стал бы. Потому что танк имеет далеко не самый низкий силуэт и, в принципе, имеет не очень хорошую маскировку. Поэтому вам нужно играть, это вторая-третья линия точно. Поэтому давайте с вами посмотрим бой. И, скажем так, во время боя уже обсудим все нюансы по этой машине. Бой у нас в максимальном топе списка, то есть ниже только идут 6 уровни, что не может абсолютно не радовать. Это самый-самый верх. Карта у нас Ласвель. В принципе, можно было бы поехать и в ущелье без каких-либо проблем, то есть настреливать здесь. Но игрок принимает решение ехать в город. Не могу его судить, в принципе, на этом танке можно поехать куда угодно. Поговорим немного о снарядах. У него 32 ББшки. 32, прошу прощения, с пробитием 226 и 14 подкалиберов с пробитием уже 258. Ну, пробитие как на подкалиберах, как на суперпершинге. Но опять же, если сравнивать в лоб эти две машины, суперпершинг имеет льготный уровень боев, это во-первых, а во-вторых, имеет довольно неплохое бронирование. Не удается ему первый раз с первого выстрела попасть. Видит, светится Лоррейн. Забрасывает в каток на дистанцию 410 метров. Пушка комфортная, позволяет без проблем стрелять на такую дистанцию. Добирают лорку. Решает проехать вперед. Он играет Skyrinar One Action X во взводе. Видим, что ХП, в принципе, у команд одинаковое. Там по 13 тысяч. Проезжает дальше в город. Видит 45 ТП. Слева от него союзный. Светится TNH 105 тысяч. Просматривает на левый фланг. Кому подойдет эта машина? Игрокам, которые более-менее понимают уже то, что нужно делать на среднем танке, какой тип геймплея на нем нужно, скажем так, показывать. Новичкам я не советую эту машину к покупке, то есть если вы не разобрались еще в том,
Какие танки как играются, не стоит брать этот танк, потому что он вам ошибки прощать не будет. Потому что очков прочности маловато, пробивают очень часто, бронирование не очень, поэтому если хотите взять танк с нуля, попробовать вот какую-то СТ-шку, то попробуйте, начните с суперпершинга. Он, конечно, более приближен к тяжам, но это тоже средний танк, который хотя бы с броней. Опять же, если есть в продаже Centurion 5 дробь 1 вот этот рак, который, можете взять его. То есть он будет по геймплею похож очень на 4202, но по бронированию будет прощать вам гораздо больше ошибок. Это очень важно. Видим, что потерял уже половину прочности. Это то, о чем мы с вами всегда говорим. Прочность нужно экономить, но на него выкатывается большое количество противников. Как видим, танк вообще не танкует, неважно, кто на него выезжает. Все дают с пробитием. Много танков светятся перед ним. Уже 2272 урона. Пушка комфортная, со стабилизатором позволяет стрелять в принципе без сведения. Альфа вылетает, конечно, смешная, детская, но тем не менее он, скажем так, откусывает маленькими кусочками от противников, что не может не радовать. Один фраг уже сделал. Выкатился на него вот в этом квадрате GSOR. Британская ПТшка 8 уровня. Мы о ней тоже будем разговаривать в ближайшем будущем. Имбовый танк, конечно. Пробивает в щеку без проблем. Приятные УВН и УФВ. То есть минус 10 градусов. Это больше, чем достаточно, чтобы играть от рельефа. Прокатывается на него GSOR. Добираются юзники. Счет 5-1. У нас на экране турбослив. Это танк, скажем, для такой довольно размеренной игры. О, первое непробитие. Для размеренной игры, то есть когда вы прекрасно понимаете, куда вам нужно ехать, и с вами есть прикрытие союзников, потому что ДПМ этой машины не позволит вам перестреливаться лоб в лоб с большинством танков, потому что 2000 это маловато, честно говоря. Еще 2 рикошета получает, то есть иногда танк отбивать может, 680 заблокированного урона. Добирает 3601 H. Счет 8-1. Еще много урона здесь можно настрелять. Ставят на гусеницу Black Prince. Вылетает на него Centurion. Добирает Black Prince. Остается шотным для любого танка в этом бою. Тем более для Центуриона. И нужно как-то пробовать разминать. Альфы не хватит забрать Центуриона, поэтому размениваться смысла нет. Ожидает Пантеру. В принципе, видно, что игрок достаточно скиллованный, понимает, куда ему как ехать. Дает шот в 105 тысяч. Прикрывается союзной Пантерой. Видит, что стреляется Центурион. Добирает его. И проезжает вперед. У него 4 фрага, 4470 урона. Это все на ББ. То есть он играет на основных снарядах, которые фармят для этой машины. Потому будет большое количество серебра за это, по это точно. Если, конечно, он еще и выживет, это вообще будет плюс. То, что не нужно будет тратиться на ремонт. Остается всего 2 танка противника. Прошло буквально 5 минут боя, то есть максимально быстрый урон. Такие бои в рандоме не редкость, поэтому вы должны понимать то, что вы должны ехать туда, где будет происходить бой на этом танке, но держаться не так, как он на первой линии, а играть со второй, с третьей линии, прикрываясь союзным ХП. Вот так, как он делал с Пантерой. Это правильный геймплей будет на этой машине, пока вы не научитесь стабильно маневрировать и выбирать позиции. Тогда сможете играть уже где угодно. Поэтому для фарма машина подходит, для прокачки тоже. Смотрите сами по вашему уровню игры. Новичку не рекомендую ее к покупке. Если вы уже провели хотя бы 5000 боев и думаете, что взять, да, это может быть ваш вариант. Давайте поговорим о выводах, подведем итог, так сказать. Говоря о выводах по 4202, это очень комфортный средний танк, который поможет вам прокачать ветку Великобритании до среднего танка. Хорошая машина, на которой можно стабильно набивать урон. Не скажу, что прям вы будете набивать каждый бой большое количество урона, но она позволит вам фармить уверенно, потому что здесь снаряды стоят недорого, всего лишь 680 монет. Это, в принципе, смешные деньги, конечно, не так, как у суперпершинга, где они стоят 220. И плюс он еще имеет льготный уровень боев, а также лучшее бронирование, чем здесь. Но в плане подвижности ФВшка все-таки будет покруче. Плюс ее обещали уже много раз апнуть. Возможно, мы дождемся этого апа. Будем надеяться, скажем так. Потому что очень хотелось бы, чтобы ей зашили ВЛД и хотя бы немного добавили брони в башне. Тогда этот танк загорал бы новыми красками. А так, в целом, в рандоме я вижу, что их становится не слишком много. И если у вас есть выбор между этим, и есть еще Centurion 5 обратно
стандартный /1 РААК, который, то выбирайте его. Это два одинаковых танка, Центурион будет чуть-чуть помедленнее, но у него гораздо лучше бронирование, а пушка будет абсолютно идентична. Поэтому, если понравился этот видос, палец вверх, до новых встреч, удачи, пока-пока.